Друзья, всем привет из солнечного, жаркого Луганска. У нас август месяц, отпуск продолжается. 30 градусов температура, но сейчас еще утро, небольшой ветерок, прохладно. По просьбам трудящихся и не только едем на квартал Южный, поселок Вольный. Ну, поселка там уже нету, видимо, там уже он к Южному, наверное, относится. Жду, стою маршрутку на улице Советской, чтобы выдвинуться в том направлении. Утренняя улица Советская. Машины теперь по новому асфальту тихо шуршат. Розочки посредине, видите, какие красивые. Наконец-то я дождался 167-го. Едем на квартал Южный. Будьте вежливы. Внутри хорошо, работает кондиционер. Ну, автобус полностью забитый. Вот мы и приехали на Южный, стоят там автобусики. Кстати, сейчас до Вольного ходит отдельный автобус 167Б по этому же билету. Вот он сейчас должен через 3 минуты приехать. Мы его ждем и поедем до Вольного. А потом сюда тоже назад вернемся. И здесь еще прогуляемся. И, наверное, еще можно туда, Героев Сталинграда. Тоже попросили там возле школы прогуляться. Хотя я там на велике катался, но я уже не помню, заезжал я туда, собственно говоря, или нет. В тенечке стою сейчас здесь за высокоэтажкой. Солнышко еще пока не вышло. Сели вот такую маршрутку и едем теперь до Вольного. Первый раз еду, но я так понимаю, находится оно параллельно к кладбищу. Вот как раз еду возле открытого окошка и поснимаю вам улочки. Асфальт здесь подлатанный, но такой убитенький. Ну, когда-то, наверное, сделают. Ну, как-то интересно, в объезд идет. Это ему, наверное, на трассу надо выехать. Здесь, видите, полузаброшенные какие-то здания есть, и СТОшки, всякие сервисы. Вот мойку проезжаем. Еще одна мойка. Ну, здесь строят что-то. Я здесь когда-то давно на велике катался, еще со старой камерой. И снова я катался здесь по Южному, снимал, но тогда СВО началось, и что-то было не до монтажа, и так оно, по-моему, я его удалил, жалко, не смонтировал. Да, вот выехали мы на объездную. Эти памятники стоят танкистам, пехотинцам. База стройматериалов какая-то. Здесь вообще раньше была где-то прямая дорога, выезд, но что-то он ездит в объезд. Или ее здесь закрыли, или она просто здесь совсем убитая. Вот она дорога. Домики пошли красивые. Храм. Заправка. Но по этой дороге, если вниз ехать, выйдешь туда на Александровку, на МРЭО. Поворот на Юбилейный. Гаражи идут. А вот начинается Вольный.
домики. Улица Подольская. 28 проехали. Да, в этом году, конечно, все заросло. Я здесь ни разу не был. Видите, здесь вот такое магазинчик вольный с флагами. Здесь вот такое кольцо сделано. И вот до сюда ездит маршрутка с Южного по тому же билету, что и 167 довозит. Ну, кто отдельно садится, ездит, платит. Ходит она каждые, по-моему, 15-20 минут. Ну, неплохо, короче, ходит. Сделали неплохо. Так, улица это у нас Блока. Нас как раз вот просили улицу Блока. Ну, мы сейчас походим, побродим. Короче, прикольный здесь поселочек такой. Пойдем прогуляемся, посмотрим. Сомневался, ехать или нет. Жалко, конечно, что велосипед я отогнал. Да. Ну, ветер меня, когда я ехал, честно говоря, очень сильно выбесил. Поэтому что-то во второй раз не захотел, я побоялся. А по времени я вам скажу, что на велосипеде, что с пересадками на автобусе практически одно и то же получается. Только единственное, что ни от кого не зависишь, сам едешь. Вон игрушки какие хорошие. Нам сейчас нужно на улицу ниже спуститься. Так, эта улица у нас Троицкая. Расписание я узнал с дедулей. Тут ехал, он мне на остановке рассказал, как тут ходит, бродит эти автобусы. Пообщался, говорю, приехал, говорю, типа блогер, говорю, приехал поснимать, говорю, ваш вольный немножко, потому что подписчики отсюда когда-то давно уехали, но я думаю, что они, наверное, и не узнают, хотя смотря когда уехали. Если в 2014 году уехали, то скорее всего он в таком же виде, как и был. А вот если уехали когда-то давно, тогда уже вряд ли. Ну тут прям дворцы, я вам скажу, товарищи, такие красивые. И барбос нас трясет. Ну чего ты лаешь, а? Нельзя лаять. Вольная, Кобылянская и Блока. Идем дальше. Это вот крайняя улица Кобылянской. Но она и в ту сторону идет еще немножко. Но такая она тут, конечно, крайняя, подзаросшая. Где-то он живность кричит, кто-то держит, видать, гусей, курочек и так далее. Ну, домики тут такие прям серьезные. Улица Кобылянская, дом 33. Здесь еще куда-то в лесок спуск есть. Ну, тут, наверное, лесопосадка идет. Немножко сейчас еще прогуляемся и выйдем наверх. Здесь тихо, спокойно, ну, трасса там вдалеке. Ну, домики, да, здесь классные. Такие же коттеджи, такой же коттеджный поселок, типа как вот в Екатериновке, возле Юбилейного. И такой же, как у нас там, типа на Острой Могиле. Да, ну, смотрю, местами такое полузаброшенное. Видимо, люди в 2014 году уехали. И не живут, а есть жилые.
Давайте сейчас еще пару домиков пройдемся, а потом назад вернемся и наверх пойдем. На улицу Блока. Да, это Кобылянская, 29. Да, много людей, конечно, уехало. Кто-то, конечно, вернулся. Кто-то сейчас, может, здесь тоже поздавал. Кто-то продал. Я вот о существовании этого поселка вообще не знал. Я думаю, как и многие наши подписчики. Да, жалко, конечно, нету велосипеда. Так бы я объехал здесь все бы, ну или побольше центральной улицы. Своим пешком, конечно. Так не похож, но зато вот могу вдоль домиков подольше пройти и запечатлеть. Ну, тут несколько вот улиц, он такой вытянутый, в длину идет. Вот так вот одна улица, вторая улица, тут 3 или 4 улицы. Вот так вот идет. И вот так вот домики. Ну, домики, смотрю, все новые, модные. То есть он такой поселок довольно-таки современный, наверное, после 2000-х строился. Идем теперь наверх, на улицу Блока. Да, но этот поселок, наверное, начал строиться, я не знаю. Чтоб не соврать, ну, скорее всего, это уже после развала Советского Союза. Наверное, в 90-е, 2000-е. Вы видите, собака лает, значит, кто-то живет. Даже где-то камеры стоят. Но здесь однозначно люди не бедные жили. Потому что такой домик построить, это, конечно, немало денег надо. Особенно во времена независимости. Улица Карпенко-Карова, номер 1. Ух ты. Видите, тут названия. И, так сказать, украинские, и советские. Хотя, не знаю, Карпенко-Карый, когда он там жил. Он, скорее всего, малорос, наверное, был. Или он уже советский был, я, честно говоря, не помню. Что-то читали в школе на украинской литературе. Надо будет загуглить. Да, ну поселочек классный такой. Вот видите, здесь улица Карпенко-Карова. Я бы сейчас мог бы загуглить, если бы здесь интернет работал. А вот улица Блока пошла. Ну вот видите, эта улица более центральная, она параллельно Подольской. Мы по Подольской заезжали. Ну вон машина где идет. А это Карпенко-Карова идет. Ой, Карпенко-Карова закончилась. Это вот Александра Блока. 24. А здесь вот дом какой-то недостроенный. Хотя окна открытые. А здесь вот вроде жилой. Блок 11. Рябина растет. Мы сейчас, получается, просто назад возвращаемся. Ну, здесь идти приятнее лучше, потому что здесь все-таки асфальт. Да, домики здесь классные. Ну так вроде чистенько убрано. Значит, люди здесь все-таки живут. Видите, улица Шолохова. Хотя вы знаете, я вот смотрю, что табличка такая. Хотя нет, ну на мове уже, ну такая старенькая. Да, интересно, с какого года этот поселок. Но я думаю, что в комментариях к видео нам напишут наши подписчики.
Ну, собственно, кто здесь и жил раньше. Интернет есть, я смотрю, он. Оптика висит. ЛДС, наверное, скорее всего. Свет тоже вроде есть. Ну, ДРЛки старые. Ну, эти асфальт они себе тут еще давно проложили. Пока что он живой. Хотя вот выше смотрю, выше домики. Ну, тоже в основном, конечно, большие новые. Может, здесь, конечно, есть где-то какая-нибудь более старая часть поселка. Знаете, где, ну, вы поняли, дома старые. Но это не точно. Вот тоже домик такой. Ну, большие все такие. Все по 2, по 3 этажа. Я тут таких прям, ну, маленькие. Но это как хозпостройки внутри. А так все дома, вы видите, такие довольно-таки большие. Газ здесь есть. Поэтому отапливать, конечно, такие дворцы можно. А интернет вот вывеска Хулинет. Правда, старая, наверное, выгоревшая еще с 13-14 года. Сейчас, наверное, зайдем, минералки купим. Назад вернулись мы на остановку. Сейчас мы немножко туда прогуляемся, а потом назад по Вольной пойдем в сторону Южного. Тут, в принципе, не так далеко идти. И поснимаем. Да, интернет Хулинет висит. Здесь, а не ЛДС. И даже вон камера какая-то висит. Зашел в магазинчик, купил вон живчика. И гляньте, тут какой классный аквариум. А как они называются, эти рыбы у вас? Это разновидность карасев. Караси такие? Ничего себе. Вот, любопытные, сразу все подбежали. Они у нас не разговаривают. Да, вот такой магазинчик. Понятно. Улица Блока 23. Очень хороший магазин. Хорошо пообщались с продавщицей. Да, спросила, она говорит, да, говорит, 2000-е года этот поселок строился. Я говорю, ну, наверное, многие поуезжали, потому что я говорю, смотрю по домикам, что люди здесь не бедные жили. Она говорит, да, многие, в частности, на Украину поуезжали, потому что думали, что, ну, понятно, они ж разбогатели, а кто-то, наверное, и наворовал, ну, как обычно, потому что честным трудом такой дом заработать, конечно, тяжело. Ну, хотя, может, у кого-то какое-нибудь наследство, еще что-то, не будем осуждать людей. Вот, но смысл в том, что большая часть, я так понимаю, уехала на Украину, а сейчас уехала куда-нибудь там в Польшу и так далее. Говорит, сейчас дома продают. Ну, кто-то, конечно, и остался. Кто-то, конечно, остался. А вот там за горами идет улица, я не помню, как она называется. Ну, короче, там сельхозинститут и так далее. Улица Блока заканчивается. Так что вот такой вот поселочек прикольный, как моя мама говорит, с сиротскими домиками. Да. Ну, война, конечно, это ужасно. Как ни покрути. Так, ну что, будем двигаться потихоньку назад. Он, конечно, еще туда дальше идет. Ну, друзья, извините меня, пешим тяжело перемещаться. А вот, кстати, знаете, красивый домик ухоженный. И цветочки, и туечки, еще какие-то вечно зеленые. И вот тоже домик, гляньте, какой классный. Блин, что-то я смотрю на южные кварталы. Далековато пешком идти. Надо, наверное, сейчас буду маршрутку ждать. Она вроде каждые 15 минут ходит. Сейчас посмотрим, там на остановке кто-то был. Подойдем, спросим. Поедем на южный, там поснимаем. Потому что пешком, конечно, далековато идти. Ну, несколько километров. На велике, да, раз, два и там. Еще немножко поснимаем. Маршрутки пока нету. Да, в принципе, ее будет видно. Она вот
по вот этой улице заезжает. Газон стрижет возле домика, молодец. Вон люди стоят, ждут, может сейчас приедет. Сели на ту же маршрутку, покидаем Вольный. Следующая остановка Южный. Ух ты, тут еще остановка есть. Ну, интересно, что дома, конечно, все построены совершенно в разной форме и стиле. Единого проекта нет. Ну, как, впрочем, везде. Заправка кондиционера. Здесь, видимо, автомойка. Написано, пошел Южный. Вот помню, точно помню, здесь есть, снимал, но походу видео не дошло это до конца аппликации. Мы уже внутри квартала Южного. GoPro гадюка опять зависла. Иду, болтаю, разговариваю, а она висит. Да, на жаре они, конечно, не так стабильно работают, но ждем прихода новой экшн-камеры. Здесь рыночек, видите, небольшой, вон вдалеке автомат. Воду тоже можно набирать. Медок вон продают, творожок, арбузики. А здесь вот видите, крытая футбольная площадка, ну мини-футбол здесь.
Я в прошлый раз помню, здесь ездил, но, видите, видео, то ли оно все-таки где-то у меня есть куском, вот я не помню, то ли все-таки до публикации оно не дошло. Было тогда не до этого, я поудалял. А видите, здесь был магазин. Забыл их название, вот эта сеть, что Тимошенко была. Эти магазины были везде. Ну, видите, он что-то так в полузаброшенном виде. Так ничего не работает. Видать, арендодатель непонятно где. Гляньте, здесь какая красотка многоцветная лежит. Привет. Привет. Можно тебя погладить? Привет. Привет. Ну, видно, что такая не дикая, домашняя. Такая чистенькая, вычесанная. Гуляет, молоденькая. Ну, не бойся, не бойся. Все, не буду тебя трогать. Ложись. Ложись. А, все, легла. Вот так вот. Тонко намекнула, что не трогай меня. Ну, а мы сейчас пойдем прогуляемся до школы. И потом еще выдвинемся на Героев Сталинграда, 55-ю школу. Ну, там вот точно видео есть. С квартала. Вот заезжал я в школу или нет, не помню. Отделение ПСБ банка. Много людей. Ну, понятное дело, что люди оформляют документы и так далее. А ну-ка массово всех перевести с одного на другой. Ну и с учетом, что он практически, наверное, сейчас один такой масштабный здесь банк. Хотя видел, какие-то новые пооткрывались непонятные, коммерческие. Вот такие здесь домики. Ну, вроде все чисто, убрано. Людей, в принципе, достаточно. Магазин люкс. Лесная прохлада, разливное пиво. Так, это у нас детский сад здесь идет. Невысокий заборчик у этого детского сада. Это вот, наверное, котельная здесь, Южный 16. Мечта. Ну так, местами заросшено, но в принципе вроде чистенько убрано. Так смотрю, на улице не только пенсионеры, и молодежь есть. Он еще сидит. Привет. Молоденький сидит. Тенечки смотрит. Садик, садик, садик. А вот школа, по-моему, пошла. А детки, кстати, есть, где-то пищат, верещат. Видимо, просто в тенечке. А здесь сосеночки растут. Сейчас пойдем посмотрим, где тут детки бегают. А, вон они бегают. Садик, получается, летом работает. А может, это как детский лагерь, я не знаю. Дело в том, что школы точно знаю, что не работают. А вот садики... Да садик я, по-моему, тоже летом в садик не ходил, когда малой был. По-моему, меня на дачу отправляли. Дедушки с бабушкой. Ну, тоже или катальпа, или как растут эти, гляньте, прям массово. И сосеночки. Так, сейчас пойдем посмотрим, что со школой. Потому что она... В ней был ремонт. Но это было 2 года назад. Не знаю, заработала она или нет. Потому что, ну, квартал большой. Детям где-то учиться-то надо. Ближайшая на Героев Сталинграда 55-я. Ну, сюда пешком ходить надо. Уже туда как-то добираться надо. Это что, библиотека, что ли? Смотрю, книжки стоят. На улице тепленько, но есть такое слабое дуновение ветерка. Чувствуется, что погода уже движется к осени. Хотя может еще вполне прижарить.
Слушайте, ну школа, по-моему, так она и не работает. Что-то, походу, ремонт пошел и не закончился. Потому что смотрю, что там парты на парте стоят. Да. Печально, печально, что школа до сих пор не заработала. Церквушка какая-то небольшая. Пойдемте пройдемся. Березки здесь. Палисадничек небольшой. С цветочками. Да, вот небольшая церквушечка такая. График работы даже есть. Ну ладно. Идем дальше. Место для курения. Здесь сирень вон растут, кустики. Еще один детский сад. Вот видите, детские сады работают, а школа не работает. Загадка. Хотя, может, объемы не набирали, не знаю, с чем связано. Но там шел ремонт еще вот в 21-22 году. Здесь вот спортивные площадки. Ну, я надеюсь, что школу эту в перспективе, конечно, доделают, отремонтируют, вокруг все в порядок приведут. Видите, тут все позарастало. И все-таки она заработает, потому что, ну, все-таки квартал Южный тут и Вольный рядом. Деткам где-то надо учиться. Да, внутри он пусто. Кабинеты освобожденные. Окна новые пластиковые стоят. Я, правда, не знаю, с какого она года не работает, но давненько. Где-то в новостях тогда читал. Ну, здесь классно внутри, тихо, спокойно. Машины вон где-то ездят вдалеке. Здесь вот тоже рябина, липа, ива или верба. Я их все время путаю. Нет, это, наверное, ивушка. Потому что вьется длинный эти. Вон, видите, липа здесь. Вот она, наверное, цвела, здесь запах был. А вот абрикосы, видите, до сих пор отходят вон, листья. Местами поеденные. А вот, наверное, вот здесь вот центральный вход. Посмотрим, хоть что-то написано или нет. Здесь вот спортзал идет. Ну, что-то ремонт начался и не закончился. Я что-то на велике приезжал, я не подумал сюда съездить. Хотя надо было. Что-то и открыто. Дверь. Ну, видимо, что-то кто-то все-таки охраняет, что-то кто-то делает, не знаю. Ну, даже вывески нету. Мы будем сейчас, я не знаю, назад, наверное, возвращаться. Поедем. Сейчас посмотрю, или пешком пойдем, или поедем. Сколько тут идти? Далеко? Или все-таки лучше подъехать? Ой, ну детишек, гляньте, прям много-много. Это здорово. Там шум-гам прямо такой стоит. Эгегей. А тут уже, видите, рядом совсем частный сектор. Он пошел, домики.
Гляньте, как много детишек гуляет, воспитательницы в тенечке сидят. Здорово. А мы сейчас вниз здесь спустимся. Там посмотрим, автобус будет или нет. Это или пешочком пройдем, или подъедем. Остановку. Мусорники интересные у них. Зацинковки. Котейка вон в детском саду гуляет. Контейнер для пластика отдельно. Вон еще котейки черные и серые. Привет, красавица. Привет. Привет, ласки щупарит. И эти. Серый. Ну, посмотри на нас. О, я здесь вон разноцветная. Да, все любят котейк. Хотя кто-то любит собак. Возвращаемся назад. Сейчас пройдем через рыночек, посмотрим. Медок, виноград. Сметанка, творожок, малинка, арбузики. Здесь вот аптека в доме. Люди стоят, и домик такой интересный, балконы прикольные. Тоже еще какие-то модули идут дальше. Даже вещи какие-то продают. 4 лапы зоомагазин. Аптека ветеринарная. Чернухинские куры, луганские деликатесы. А здесь бабулечки продают все подряд от цветов до что дома растет. Сигареты дорогие. А мы, благо, не курим. Ух, тут убиться можно. Плитки такие не очень-то. Вот 141. Вот тут не так. Часто ходят люди, сидят, ждут. Сейчас мы, наверное, будем ждать. Посмотрим на остановке там. Есть автобус или нет. Что-то он стоит. Но когда он поедет, неизвестно. Подождем. Вот здесь вот типа торгового центра вот такого. Вдоль остановки. В общем, подождем, подъедем, там еще погуляем. На Героев Сталинграда, сходим к школе. Большой, чистый, красивый автобус, кондиционер. Так, много, так что можно немножко поснимать. Сейчас мы пару остановок, не знаю, или 2 подъедем, и там еще пойдем. Такие вот талончики дают с QR-кодом. Проезд 20 рублей. Говорят, что на линии работает контролер. Подъезжаем уже ближе. Там со мной ничего на всякий случай навигатор, что прямо за мной уже повернуть направо. Стройка идет.
есть уже рыночек. Так, десантируемся. Вот, кстати, видите, стоит расписание, какие здесь маршрутки ходят. Ну и рыночек. Рыночек. Люди есть. Пойдем вовнутрь. Прогуляемся теперь. Ну, станица ларек. Не знаю, я в последнее время продукцию их не покупаю. Как-то я разочаровался и все. Не знаю, вообще он работает, нет. Магазин живого пива. Вот, кстати, Луганова. А там интересно. На остановке пока стоял, ждал. Парни там пиво выгружали. Смотрю, этикетка какая-то интересная. Пиво там разное чешское, еще какое-то там немецкое. Ну, и все эти названия стандартные. Я говорю, слушай, что за пиво интересное? Кто, говорю, этот производитель? Вот. Короче, посмотрел на этикетки. Алания. Говорю, блин, своего, говорю, пива не хватает. С Алании вот это везут. Вот здесь магазинчик какой-то. Я так понимаю, для упитанных барышень. X-Lady. Ну, X это, видите, еще не XXX. То есть это небольшие секс-бомбы. Инстаграм Валерия 1811. Хозяйка, наверное. Но это не точно. Ну, мы идем сквозь квартал. Ух ты. Зелок старый стоит. Да, я еще помню, когда бычков выпускали. Были времена. Мы на квартале героев Сталинграда. С вами идем. Ну, конечно, абсолютно весь квартал обойти не получится, но что смогу, то поснимаю. И так видео получаются очень-очень большие, конечно. Вот когда люди конкретно что-то просят снять, там конкретный дом, конкретный садик или школу, оно как-то попроще. Понятно, что на территорию не зайдешь. Ну, уже сейчас ближе к обеду, сейчас 11:20. Здесь, видите, в детском саду тихо. Хотя нет, вон где-то вдалеке детишки кричат. Сейчас подойдем, посмотрим. Ну, тоже убрано, чисто. Но эти садики получше, потому что они строились позже. По сравнению, вот мы на Руднево были. На горке там этот садик такой. Непонятно. Ну, там, наверное, с другой где-то, может, стороны еще вход есть. Травушка, гляньте, какая из-за дождей в этом году. Зеленая, красивая, не выгорела. А так обычно сушь. Ну, в этом году, да, все лето дождики шли. Вот сейчас пока на неделю вперед вроде дождей нету. Ну, поживем, увидим. Павильончики здесь вот такие. Тоже и везде у нас резинотехнические изделия. Еще с советских времен. А сейчас кто-то где-то сказал, что они вредные, надо их убирать. Посмотрим. Да, тоже детишки гуляют. Скоро у них обед, а потом тихий час. Помню, в детстве тоже вот это заставляли спать. И в садике, и так дома самому. Я не хотел. А сейчас вот так на работе сидишь после обеда. И так спать хочешься и вспоминаешь садик. Я думаю, у многих есть такие воспоминания. Так что навигатор молчит. Надо сейчас телефон достать, посмотреть. Но она где-то в верхней части школы находится.
но немножко левее, по идее. Надеюсь, я иду правильно. Тоже видите, сколько здесь тропочек всяких, дорожек между двориками. Здесь вон кто-то голубей кормит. Миски стоят с водой, с кормом. И голуби сидят, ждут и смотрят. Тут вот какой-то магазинчик когда-то был. Квартал Героев Сталинграда, дом 14. Сейчас ничего нету. То ли магазин, то ли кафе было. Ничего нету. Вон вдалеке школа виднеется. Не знаю, она это или нет. Сейчас прогуляемся. У нас же тут часть школ во времена ЛНР превратили всякие там, ну как школа, не школа, всякие там специфические названия там у них были. Не везде, короче, школы остались, а какие-то там образовательные учреждения. Ну тут, по-моему, как бы не соврать, одна здесь школа или не одна. Мне кажется, что здесь несколько школ. Вот здесь площадка какая-то. А, ну это, наверное, школьные, спортивные. Вот 41-я я знаю, где у меня там сестра училась. И родня жила на Ленгоме. Ну, оттуда есть видео 100%. Я там много раз проезжал, был. И отсюда видео есть. Но здесь я снимал еще на старую камеру. Давно когда-то. Спортивная площадка. Ну, пенсионеры какие-то гуляют, загорают, спортом занимаются. Он один отжимается вдалеке. Молодцы. Баскетбольная площадка. А это что здесь? Волейбольная. Правда, сетки нету, а натянут тросик. А вот футбольная что-то... А, футбольная, вот я туплю. Вот она. Такая заросшая. Ну, видимо, все-таки играют здесь. Играют здесь по вечерам. А вон кеды чьи-то висят. Так, ну и школа пошла. Здесь занавески есть. Ну, раз занавески есть, значит, работает. А, вот, наконец-то мне Google сказал, ваше назначение находится справа. Все-таки, значит, мы пришли правильно. Ну, я помню, что я здесь был. Тут еще вот частный сектор идет. Слева. Или справа, смотря откуда посмотреть. Внизу вон еще один детский садик. Ну и квартал идет такой вокруг. Сейчас пойдем к центральному входу, подойдем, посмотрим. Рябина тоже, деревца такие. Ну, видите, тоже пока у нас к всем школам практически доступ свободный в ЛНР. Ну, будут огораживать, будут делать. Ну и территорию, конечно, прилегающую нужно ремонтировать. Кстати, тоже вот, гляньте, какие домики сиротские, красивые. Ну, а мы идем вокруг школы. Здесь асфальт еще есть, но такой старенький уже, покореженный весь. Что-то я не пойму, где центральный вход. Что-то иду и не вижу. Такая школа. Ну, они тут, по-моему, проекты одинаковые у этих школ. Они похожие.
Они похожи, эти школы. Трехэтажные. О, а дальше что? Еще один, что ли, садик? Сколько же здесь садиков-то, а? О, сколько садиков, ё-моё. О, в школе кто-то разговаривает. Ну, может, тоже типа летнего лагеря. Есть люди, которые работают, может, отдают детей на лето. Ну, по крайней мере, в Каменске у нас такое есть. Да, еще один детский сад. Ну так, чистенько, вроде убрано. Ну, вокруг детского сада, видите, заборы тут есть и посерьезнее. А видите, центральный вход вот он где. Я по кругу, получается, прошел. Обошел все. Ну да, скоро 1 сентября. Уже тут, что тут осталось, пару неделек. И опять начнется занятие. Орех тут большой такой на входе. Да, вот центральный вход. И здесь вот такая площадь для проведения линейки есть. О, Рокоссовский здесь памятник. И здесь тоже типа музей какой-то на первом этаже. Что-то там интересное, поделки какие-то. Видите, бюст передан в дар от автора проекта «Аллея российской славы» Сердюкова. Видите, Рокоссовский Константин Константинович, маршал Советского Союза. Великий полководец времен Великой Отечественной войны. Ну, видите, он в 1968 году еще умер в советское время. Да, не дожили они до этих всех ужасных событий. Видите, здесь избирательный участок. Школа 55. Краской пахнет. Видимо, какой-то небольшой еще идет ремонт перед началом обучения. Цветочки. Ну, жарко им, видимо, мало поливают. Смотрю, поподсохли. Вот такая вот школа. Какой-то шум происходит. Вот здесь вот у них спортзал. Что-то там делают. Может, ремонт, не знаю. А может, кто-то спортом занимается. Вот еще один стандартный дворик. На героев Сталинграда. Асфальт, конечно, во дворах подразбитый. Ну так, до подъезда все по-старому. Здесь панельные дома. Хотя, вон, видите, вдалеке и из красного кирпича тоже. В разное время немножко строили, и вот. Одиннадцатый дом. Алиби Дэнс Бар. Где-то 100 метров здесь находится. А здесь вот что-то подремонтировали. Кусочек. Выходим на центральную улицу сейчас. К рынку, к остановке.
Видите, свежее мясо собственного производства, матрешка. А здесь тоже вот теперь матрешка. Видите, автомобиль справедливой России. Патриоты за правду. Соболь. С адресом, с QR-кодом. Здесь тоже какие-то другие магазинчики идут. А здесь вот матрешку вход. Ну, напротив Ленинского комсомола. Но это уже другая история. Либо смотрите в старых видео. Магазинчики вон и снизу, и сверху, и в подвале. Немножко по улице сейчас пройдемся. А мы дальше прошли, получается. Нам теперь ближе на следующую остановку. Напротив квартал Ленинского комсомола, напоминаю. А вон у них и дом быта вдалеке виднеется уже. Тенечки хорошо, не так жарко. И небольшой ветерок сегодня все-таки есть, видите. Листики колышутся. Ну и в камеру, наверное, немножко задувает. Вот дом быта виднеется. И следом там, по-моему, администрация. О, а здесь, кстати, по-моему, был Абсолют, а теперь здесь Спар. Машин довольно-таки много. Гляньте, цветов как много красивых насадили. Так, ну что, дорогие мои, заканчиваем наше сегодняшнее путешествие. Как всегда, подписываемся на канал, кто еще не подписался. Ставим пальчики вверх, пишем ваши комментарии. Надеюсь, вам понравилось путешествие. Вроде так по максимуму, где смог, прогулялся. Понятно, что сейчас без лошадному тяжело. Времени тоже не так много. Завтра уже уезжаю я назад в Каменск. Хочу еще тоже на рыбалочку там съездить, пока отпуск не закончился. Ну, еще кое-какие там другие дела порешать. Тут уже совсем немного от отпуска осталось. Ну, как всегда, хочу вам пожелать мирного неба, крепкого здоровья, друзья. И до новых встреч, до новых видео. Давайте, пока-пока.